Друзья, сегодня у нас в гостях тот, с кем мы все знакомы не понаслышке, ведь каждый из нас когда-то в него превращался. Встречайте ленивца, название которого с латинского переводится как листоед. Весь подотряд лентяев делится на двупалых и трехпалых, а всего их 7 видов. И самый интересный карликовый ленивец был открыт совсем недавно, в 2001 году. И если обычно лентяи достигают 70 сантиметров в длину, то карликовый всего около 40. Все из-за островной карликовости. Ведь обитает маленький лентяй на небольшом острове Эскуда-де-Варагуа, который 10 тысяч лет назад отделился от Панамы. Но если есть карликовые ленивцы, значит должны быть и гигантские. Да, вернее были. Гигантский ленивец, также известный как мегатерий, был одним из крупнейших наземных млекопитающих, когда-либо живших на Земле. Эти удивительные существа бродили по территориям Южной и Северной Америк в течение плейстоценового периода и вымерли примерно 10 тысяч лет назад. Возможно, в результате комбинации факторов, включая изменение климата и охоту со стороны древних людей. Мегатерий был по-настоящему огромным животным. Его размеры сопоставимы с современным слоном. Длина его тела могла достигать 6 метров, а вес от 3 до 4 тонн. При этом, в отличие от современных древесных ленивцев, мегатерий вел наземный образ жизни. Он мог стоять на задних лапах, поддерживая свое огромное тело с помощью мощного хвоста, что позволяло ему достигать высокой растительности и добывать пищу, которая была недоступна другим травоядным животным. Все современные же ленивцы обитают в тропических и субтропических лесах Центральной и Южной Америк. Они предпочитают густые, влажные леса, где они могут находиться на деревьях, укрываясь от хищников и оставаясь незаметными благодаря своей уникальной зеленой маскировке, водорослям, которые растут на их шерсти. Эти водоросли не только помогают прятаться от врагов, но и предоставляют ленивцам дополнительное питание, так как они могут слизывать их со своей шерсти. Ленивцы приспособлены к древесному образу жизни, большую часть времени проводя на ветвях, где они питаются, отдыхают и даже размножаются, редко спускаясь на землю, обычно только для того, чтобы справить нужду. Когти у ленивцев длинные и изогнутые, что помогает им крепко держаться на ветках и даже висеть на них в течение долгого времени. Эти когти работают как крюки, и ленивцы могут удерживать вес собственного тела практически без усилий, благодаря тому, что их мышцы не тратят много энергии в этом положении. Это дает им возможность отдыхать прямо на ветках, что снижает потребность часто перемещаться. Кстати, ленивцы могут удивить многих своим умением плавать. На первый взгляд кажется, что такие медлительные, неуклюжие на суше существа не могут похвастаться какими-то выдающимися физическими качествами. Однако вода – это как раз та среда, где ленивцы могут показать совершенно неожиданную сторону своих способностей. Ленивцы обладают одним из самых медленных обменов веществ среди всех млекопитающих. Их диета состоит в основном из листьев, которые трудно переваривать и содержат мало питательных веществ, поэтому их метаболизм должен быть замедлен, чтобы минимизировать потери энергии. Из-за этого процесс переваривания пищи у ленивца может занимать до месяца. Некоторые ленивцы носят в своем желудке настолько большой объем пищи, что ее масса может составить до трети от их собственного веса. А еще ленивцы спят до 18 часов в сутки, постигая дзен, и это еще один повод завидовать им черной завистью. С ними конкурирует только коала с перевернутого континента, которая может спать аж до 22 часов. Да, все мы знаем, что ленивцы делают все безумно медленно. Но почему? Такое поведение выработано в ходе эволюции с двумя простыми вещами: защититься от хищников и снизить расход энергии. Поскольку ленивцы входят в ежедневный рацион крупных летающих птиц их региона, например гарпия, а также в меню красавца-ягуара, то с этим ленивцу пришлось как-то разбираться. Оба хищника во время охоты ориентируются на движение добычи, поэтому стратегия ленивца особо не двигаться вполне понятна. Также быстрое движение чересчур ресурсоемко, а ленивец питается простыми листиками, которые очень бедны на питательные вещества. Вариант у нашего лентяя остается один, а именно забить на все проблемы и спать. Как говорится, много не думайте, лучше идите поспите.
утро вечера мудренее. Особый интерес вызывает также шкура ленивца, в которой живет неимоверное количество водорослей, а также несколько видов моли. Такой симбиоз также пришелся ленивцу по душе, так как одноклеточные растения делают шкуру животинки зеленоватой. Таким образом, ленивец мимикрировал с окружающей средой за счет других. Кстати, наши сегодняшние гости имеют нестабильную температуру тела, которая может колебаться в пределах от 30 до 34 градусов Цельсия, в зависимости от температуры окружающей среды. Они способны приспосабливать свою активность к погодным условиям, предпочитая двигаться и питаться, когда на улице потеплее. Если становится слишком холодно, ленивцы могут стать практически неподвижными, чтобы минимизировать теплопотери, что делает их уязвимыми в неблагоприятных климатических условиях. Мозг ленивцев тоже медленный, но отнюдь не ленивый. Он относительно небольшой по сравнению с их телом, но исследования показывают, что он высокоэффективен для их образа жизни. У них хорошая пространственная память, позволяющая запоминать расположение плодовых деревьев и безопасных укрытий. Ленивцы также могут узнавать родственные особи и запоминают маршруты, по которым передвигаются, что помогает им в условиях тропического леса, где безопасность имеет решающее значение. Ну а теперь самое интересное. Когда ленивая самочка хочет продолжения рода, она, естественно, начинает звать мужчин, которые спят где-то поблизости. Крик самочки-ленивца очень похож на человеческий и звучит примерно как «ай-ай», что означает «хочу детей». Через 6-12 месяцев, в зависимости от вида, после подобных криков рождается детеныш ленивца, и мать сразу цепляет его себе на грудь. Первые 6-9 месяцев своей жизни детеныш проводит, цепляясь за животик матери. В это время мать кормит его молоком, а позже постепенно вводит твердую пищу – листья и веточки, которые ест сама. После первого года жизни молодые ленивцы становятся полностью самостоятельными, а достигают половой зрелости к 2-5 годам. Самцы, как правило, созревают немножко позже. Ну а средняя продолжительность жизни этих лентяев – целых 30 лет. В зоопарках ленивцы могут жить значительно дольше, вплоть до 50. Ленивцы размножаются относительно медленно, и самка рожает, как правило, только раз, 2-3 года. Такая медленная скорость размножения является одним из факторов, из-за которых популяция ленивцев уязвима к изменениям в окружающей среде и антропогенному воздействию. Потеря места обитания, вырубка лесов и браконьерство создают угрозу для выживания этих уникальных животных, так как они не могут быстро восполнить численность своей популяции. Тем не менее, если на протяжении 10 тысяч лет беззаботно отдыхать, то на мордочке лица пренепременно появится довольная улыбка, которая у ленивца является результатом эволюции и особого строения черепа. А вы хотели бы спать по 18 часов в сутки? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами, кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!